Друзья, всем привет! В этом видео речь пойдет про пистолеты, как вы видите на экране. Наконец-то купил себе более-менее человеческий инструмент вот от этой фирмы. Сразу оговорюсь, что это не реклама, мне ничего никто не платит. Я просто в этом видео хочу поделиться с теми, кто стоит перед выбором хорошего пистолета, ну более-менее приемлемого, за небольшие деньги. Значит, 560 рублей на маркетплейсах российских. Вот такой вот продается. Он сразу меня порадовал. Сразу говорю, порадовал. Не пожалейте 560 рублей, ну 600. И у вас будет человеческий инструмент. Сейчас я расскажу подробности про него, а прежде хочу рассказать про вот эту дичь. Значит, смотрите, у нее с клеем. Сейчас покажу клей. Вот, при применении вот такого клея, это, конечно же, плотный клей. Вот такая фирма Кудо. Я этой фирмой не пользуюсь, это мне заказчики на заказе купили. Не было в наличии Титан XL2, что ли, ну, второй Титан. Есть первый Титан помягче, есть плотный. И вот этот плотный. Вот толстую ставили фартук из HDF панели, из толстой HDF панели ставили плотный фартук на кухне. Я весь испсиховался, конечно, с этим клеем. Они мне купили, а с собой у меня не было Титана. И поблизости его нигде не оказалось. И вот решили вот такую альтернативу применить. Также они купили мне вот такой вот силикон. Вот, силикон, конечно, помягче. И вот этот X2. X2 надо было не X2 брать, а обыкновенный, вот такого плана. Его бы вполне хватило для толстой HDF панели. Ну, силикон это силикон. Вот, сейчас расскажу подробности. Значит, что произошло с этим пистолетом, с этим клеем. При использовании вот этого пистолета. Этот пистолет, конечно, слабенький для такого клея. Это, ну, дикость, конечно, тоже применять вот такой пистолет. И у меня как бы никогда особо не было нужды в пистолетах и нужды в мощном клее. Я средние беру силы клея. Ну, хорошо клеющие, но по плотности средние такие. Ну, они мягенькие. Так что имейте в виду, берите себе средние. Это вообще для того, чтобы, ну, что-то тяжелое, 200-килограммовое вешать. Но они решили взять с запасом. Ладно, проехали. И вот у меня вот этот пистолет дичайший, да. И вот у него при применении вот этого плотного клея вырывает вот этот шток, пробивает вот эту вот тарелочку, шайбочку. Ну, во-первых, он идет без шайбочки, сразу оговорюсь тоже. Вот здесь, по идее, должна быть шайбочка уплотнительная вот для этого отверстия. Здесь его нет, он сразу насажен. Я как-то не придал этому значения. Думаю, ну, насажено и насажено. Никогда я бы не подумал, что в процессе работы, и вот гаечкой вот этой вот, с контргаечкой, да, контращейся, вот сюда он закручивается. И никогда бы я себе не представил, что вот такая произойдет ситуация неприятная с пистолетом. Именно неприятная, да, малозначительная. Неприятная, казалось бы, малозначительная, но неприятная. Вот он шатается, его здесь расквасило. То есть пистолет, когда подавал, во-первых, смотрите, как шток криво идет. Постоянно вот с таким пистолетом все время надо в донышко сюда прицеливаться, чтобы ровно тарелочка встала. То есть его все время вот так вот перекашивает, а перекос в тюбике уже неправильно будет подача вещества, которое здесь, да, в тюбике, и оно выдавится в обратную сторону. Ну, вот эта тарелка перекосит вот это донышко вот здесь, которое толкается. И вот этот шток пробил, вот он, видите, вон там дыра. И клей, естественно, попер вот сюда весь. Причем уже установлена мебель, столешница кухонная толстая, и как бы панелька должна была ставиться как бы прямо на столешницу, она впритык шла к стене, и там, ну, и там плинтус в дальнейшем планировалось. И вот эта вот дичь, она мне пробивает вот этот вот тюбик, да. Я напсиховался, давай, а в наличии нету никакого нормального с собой на выезде, то есть по установке мебели. То есть у меня был весь комплект в чемоданах, то есть я весь вооруженный. И вот такая мелочь меня подводит. И шайбочек, самое интересное, нет никаких с собой в наличии. Ну вот беру вот эту вот, значит, штучку, она для того, чтобы заднюю стенку вот шипами, задние стенки шкафов укреплять, когда они сдвоенные, да, ну, комбинированные. И вот она меня выручает. Я вот сюда ее насадил, вот шипами, то есть в обратную сторону, ну, наколхозил. И более-менее вышел из ситуации. Весь в клею, весь испсиховался. Я этого не люблю, вот этих, когда грязь, вот это липнет все, новая мебель, и ты, ну, короче, повышенная ответственность, и ты
вот занимаешься вот этим вот ремонтом, не установкой мебели, а ремонтом вот инструмента начинаешь заниматься и колхозными методами. Ну, я тут затянул, и она более-менее, видите, перестала шататься, ее подтянуло, я ее как-то выровнял. Это вот искривилась шайба, вот эта, ну, псевдошайба, так скажем, да, импровизированная. То есть она была ровненькая, и вот в процессе, ну, в итоге, короче, нанес полтюбика, ушло на вот эту HDF-панель, его изогнуло, посмотрите как. Вот, смотрите, вот видите, вот тут, вот сейчас, вот как его изогнуло всего. Но опять же, клей плотный. С силиконами я работал нормально. Вот этот пистолет, он справляется, но всегда была мысль нормально приобрести. Короче, все, он сломался, не берите такой. Вот просто тупо не берите. Смотрите, какой он жидкий. Скелетный пистолет, так называемый, да? Смотрите. Ну, дичь полнейшая. То есть это еще у меня вот это вот произошло, а тут может произойти что-то и с механизмом. Ну, во-первых, вот ручка, смотрите, вот ее увело, выпучилась, да, вот, ну просто ее изогнуло, смотрите. Вот. Ну и в работе это очень колоссально мешает. В итоге психанул, естественно, вот, и побежал покупать более-менее бюджетный пистолет. Посмотрим, как он будет работать. Видео смысл, основной посыл для всех сразу о том, что берите себе человеческий пистолет более-менее. Вот такие вот, ну просто, ну даже не смотрите. Даже он стоит 200 рублей, да, этот, ну 600, 560. Но он вам не доставит хлопот. Я его уже испытал. Здесь антикапля. Кстати, про вот этот, значит, пока работал, отложил в сторонку. Вот этот клей ползет и ползет. Хорошо, что у меня привычка класть на картонку. Всегда на картонку, на пакетик рядышком с собой. И получилась вот такая канитель, что вот он стоит, носик открыт и течет. Вот это выбешивает просто неимоверно. То есть вы потом опять, когда берете, у вас тянется клей, ну, вытекший. То есть вы вот это вот обтираете там об этом, ну, лишний движ. То есть это серьезная тема, как бы, да, вот, ну, клеевый пистолет и клеевый пистолет, но вот сразу обращайте внимание на то, что брать нормальный пистолет. В общем, что с этим пистолетом? Он пластиковый. Пластиковый с металлическими элементами. Вот там вот все металлическое внутри. Но вот это вот АБС пластик. Обрезинка здесь. А вот это отверстие для обрезания носиков. Но вы носик обрежете только вот до какого-то момента. Толстый уже потом сюда не влезет. Ну, толстый обычно и не режет никто. Один момент. Второй момент. Ну, профессионалы, они наискось по-своему режут ножом. Ну, я ножом резал. Я не знаю, как я буду это использовать, может быть, не буду. Вот это клавиша антикапля. А вот это вот нет антикапли, то есть постоянное давление. А вот это вот сюда переключаете. Понажимав, у вас при вот этой вот не идет давление и не капает из конца. Короче, не капает из конца вот этого. Значит, ну, бюджетный, сразу предупреждаю. Вот эта часть несъемная, ну, как бы в продажном виде. Здесь она предполагается к съему, не знаю, снимать я не буду. Он достаточно эргономичный такой. Здесь игла, вот смотрите, вот эта игла, значит, для пробивания носика, опять же, если засорился, то есть, ну, засох, вот вы перед работой всегда его подчистите. Ну, естественно, надо будет вытереть, или грязный, если пользователь черт закатай вату, да, он вот сюда прищелкнет, у него здесь потом растет, конечно же, грязище. Вот, и вот сам шток, видите, он вот такой разворотный, крючком можно вверх, крючком можно вниз, крючком в бок, ну, как удобно кому. Вот ручка. Ну, на давление, да, оно такое, немного, ну, такое проминается, но я не думаю, что вы будете, ну, бампер у автомобиля тоже есть места, где проминается, так что давайте особо так к АБС пластику можно не предъявлять претензии, а то некоторые железо там, вот, и вот так вытягивается вот этот шток, вот, смотрите, шток, раз, и тут достаточно мощная пластиковая такая вот байда, летая, да, и как-то запрессована или напаяна. Я тут не заметил никакого винтика. И вот такой вот, так он вытягивается. Также его можно и вручную обратно и притянуть, кстати. То есть, если у вас полтюбика клея, сейчас я одену как раз, вот тюбик. А вставляется он как? Смотрите. Вот сначала задней частью вот сюда, он вот там вот, в нишу попадает. И ложится вот в этот вот патрубок, полупатрубок ложится в свободном ходе. Ну, потом вы его просто, ну, когда вот так вот берете, направляете. Можно притянуть шток, смотрите, о чем я говорил. То есть сразу полтюбика, вот смотрите, раз туда, подтолкнул, а дальше уже курком вы будете действовать.
Вот я сейчас его поддавлю, вот, допустим, вот. Ход плавный, мягкий, сразу говорю, плавный, мягкий. И есть понимание того, как вы будете выдавливать, насколько будете выдавливать много клея. Покажу, как он давит. Кстати, клей не свежий. Сразу говорю, это тоже имеет значение для вот этих пистолетов. Здесь подсохшесть какая-то есть, присутствует. Сейчас посмотрю, так, насколько ну, подсохшесть, как бы закуксленность такая присутствует. Что я хотел сказать, блин, простите. Короче, кому видео длинное, идите ТикТок смотреть. Здесь для понимающих людей, для тех, кто реально хочет узнать нюансы. И подписывайтесь, ставьте лайки, а кто против, там, ну идите отсюда. Особо никого не держу. В общем, смотрите, не свежий клей, это всегда тоже проблема для вот этих, для пистолетов, для разных. Для электро там нет никаких проблем, я думаю, то есть электро, у меня сейчас в пути идет одна байда тоже для вот этого дела всего. Я потом видео сниму, покажу, то есть такого ни у кого нету, почти нету. Я потом в том видео расскажу, описывая вот приспособление для выдавливания клея. Просто офигительно. Вы такого, ну, почти не видели. Вот. И имеет значение свежесть клея. Если свежий клей, новенький, то любой пистолет справится. Вот этот, любой другой, да, и легко начнет выдавливать этот клей. Вот. А если уже вторично, троично используется тюбик, то тут могут быть проблемы, там он подсох где-то, еще что-то. Это всегда многих мастеров там вымораживает, и у всех проблемы возникают с такими вещами. И вот если пистолет хороший, то особых проблем не будет. А если вот такая, ну, дерьмовщина, так скажем, то она умрет сразу, то есть у нее выгнется все, она зачихает, закашляет и пукнет. Извиняюсь за выражение, конечно, опять же таки, здесь для понимающих все. И вот смотрите, сейчас там кто-то будет кричать много воды, вот вам много клея. И вот я давлю, да, потихоньку. Значит, у этого пистолета тоже есть уже у меня нарекания, так как он испытывает какие-то, вот с этим тюбиком, с этим клеем, испытывает уже давление чрезмерное, его, короче, начинает, ну, как бы пучить. С силиконом этого не происходит, даже показывать не буду. Ну вот клей. Опять же, я не тот клей беру, конечно же, надо брать простой титан, титан 2, ну в тюбиках, не тот титан, который вы видели в магните, да, там. И вот смотрите, вот подача потихоньку. Вот, видите? То есть, вот. Его подпучивает, но он выдерживает, смотрите. И я особого усилия не прикладываю. Вот, его вот так вот, смотрите, вот так выгибает. Вот. И вот уже пошел клей. На видео тоже неудобно все это дело делать. Вот. Это остатки, я уже хочу распрощаться с этим тюбиком, поэтому вот под видео вам показываю. И вот я давлю в пол нажатия. Вот, смотрите, в пол нажатия. Вот это. Здесь мне не нравится, что его вот так вот приподнимает, смотрите. Вот. Раз, его вот так вот, он здесь раз, болтается. Но так или иначе, вот опять же, речь идет про бюджетный пистолет, ручной, да, где у вас сейчас обозревается плотный клей, акриловый или какой он тут супер пластиковый. Ну, мне не понравился этот клей, сразу говорю. Я пользуюсь прозрачным клеем, ну, белый, ладно. Вот, если сильно давить, вот сейчас, как бы в кадр-то попасть, сейчас я покажу. Вот смотрите, вот одним большим нажатием, да, вот. То есть вот его выперло. Вот маленькими нажатиями. И, естественно, вот этим клеем здесь, этим пистолетом не получится вот это вот вести шов там. Это уже, ну, получится, ну, короче, я такими вещами особо-то не занимаюсь. На сборке мебели, ну, бывают моменты швы пройтись, но я всегда корректирую резиновым шпательком. У меня не получается там с одного раза. Это электрическим, видимо, можно так. Или на рекламных видео. Короче, вот так вот надо придерживать вот здесь вот и давить. Вот, сейчас. Все, вот с одного нажатия, вот с одного, вот еще с одного, вот такой дозняк происходит, вот так. И пистолет гладко работает. Вот смотрите, как его поднимает. Сейчас. Вот смотрите, как тюбик поднимает, когда не удерживаешь. Одной рукой ты работаешь, смотри. Опа. То есть, опа. Это вот с таким клеем.
То есть такой клей для таких пистолетов, ну, уже опасность, вот, видите. Но пистолет справляется, работает, здесь никакого напряга нету, вот только единственное, вот здесь он приподнимается. То есть, может быть, сделать здесь скобу какую-то, потом затягивать, ну, такой хомутик такой, раз, и все, и можно будет хомутиком, вот видите его. Но сейчас покажу один нюанс, смотрите, с этим пистолетом. Это подробный обзор, опять же таки, давайте там водяные, там, если вам не нравится, не смотрите. Есть людям видео для тех, которые хотят узнать нюансы по инструментам. Вот я вытянул сейчас шток назад, вот, в камеру не влазит. Вот про антикаплю показываю, вот сейчас еще раз. Сейчас, секунду. Видите, я спонтанно снимаю. Так, сейчас подгоню, вот, подогнал уже. Спонтанно снимаю, поэтому сценариев у меня нету здесь. Значит, смотрите, вот выдавил, вот, отпустил, все, антикапля. Видите, давления нет, не ползет клей. Сейчас переключу без антикапли, вот, смотрите, вот, надавил, и все, клей попер. Смотрите, видите, он прет, вот он без антикапли, да, отщелкиваю вот эту вот клавишу обратно, вот сюда, щелк, и все, снимается давление и перестает капать. Можно сразу с включенной вот с этой, чтобы не забывать. Один раз выдавил, и все, остановился. Вот он не ползет. Вот, видите, не ползет. Вот. То есть полезная вот эта функция. Здесь какое-то есть промежуточное еще значение. Я так и не понял, что это за значение. Ну, вот я вот надавил, промежуточно он все равно ползет. Смотрите, чтобы одним швом идти, надо вот это отключать, короче, вот этот вот язычок одним швом, и вы идете. Все, я понял теперь, как это пользоваться, я сам до сих пор не знал. И вот сюда вот перещелкиваете, вот он перестал ползти. Вот я сейчас поддавлю даже, вот, и вот он останавливается. Также дело обстоит с силиконом. Но силикон вот так вот не будет выдавливать много, ну, чрезмерно вот этот болтыхать тюбик. Силикон вообще, ну, просто идеально выходит, гладенько, просто как из обычного, ну, шприца кондитерского. А здесь вот строительный, да, и вот он строительный клей вот так вот выдавливает. Ну, смотрите, бюджетно, полезно. И плюс он компактный, небольшой. Есть такая же модель от этой компании. Опять же, не рекламирую. Кто знает, тот знает. Названия, там все дела. И они разные есть названия. Вот такая модель есть. Это все ОМ инструменты, изготовленные в Китае по заказу брендов на фабриках-производителях. Также может быть и фирменная американская фирма, то же самое может быть американская. Вот. В данном случае заказ под Америку российский, да, от компании, от всем известной. Тоже не буду рекламировать, просто название покажу. Если им надо, пусть обращаются, буду про них рассказывать. И тогда уже буду вовсю там нахваливать или ругать, показывать. И вот такой вот пистолетище. Прикольно. Обращайте внимание. И если что, не ругайтесь про долгое видео. В небольшой кусочек видео невозможно ничего все это дело вместить. Вот эта вот кнопка, я так понял, это вот отжать или что, я так и не понял, что это за кнопка. Вот. Она, по идее, должна отщелкивать вот это. Вот. Вот, смотрите, сейчас я даже не знаю, давайте при вас сейчас попробую. Вот. Вот, я нажал. Это тоже антикапля, короче. Только она, видите? Так, вот. Это снять давление вручную, все. А это постоянно. То есть, когда шов вы ведете, вот этот вот, у вас ползет клей, и вы закончили, то чтобы вам не разворачивать пистолет, вы просто вот так вот, где остановиться надо, вот провели шов, раз, и сняли давление, все, понятно. Это снималка давления при вот этом режиме. А вот это, тут уже не нажимается, это уже принудительно снято давление, то есть остановка принудительно. А здесь, в этом положении, нет остановки, но если надо остановиться и включить каплю, включить режим антикаплю, то нажимается при давлении, нажимается вот эта кнопка. Вот, хоп, и все, и клей остановился. Но это все равно у вас осталось в режиме текущая капля, все равно. Но при щелчке уже не будет никакого выдавливания дальнейшего клея, все понятно. Ну, удобно. Удобная, короче, штука. За 500-600 рублей. Я брал за 560 рублей.
погуглите на маркетплейсах, интернет посмотрите. Я название только напишу, модельку в описании. В следующем видео я покажу, когда ко мне придет вот такая вот канитель, уже вы очень удивитесь, так что подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять, и вам придет уведомление, если вы нажмете колокольчик, и вы увидите нечто тоже про клей. А так, посмотрите другие видосы на канале, тут много интересных нюансов я показываю про инструменты, кто ищет какие-то моменты, там, техноманы, волдоманы, которые нюансы тоже испытывают и хотят быть в курсе. Вот я делюсь, дорогие коллеги, с вами там, по разным областям работ. То есть я не только мебельщик, я и столяр, и плотник, и слесарь, и, у меня разные профессии. Я и маркетолог, кстати. Так что всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, не забывайте, ставьте лайки. Спасибо, до свидания, всем пока.